Всем привет! Давайте сегодня посмотрим расклад на такую тему, что бы он мне хотел сказать, но молчит. Для личного расклада обращайтесь ко мне на WhatsApp, либо в директ Инстаграма. Так, представьте своего мужчину и поехали. Что за мужчина здесь? Давайте посмотрим. Так, скорее всего, этот мужчина, возможно, либо вы с ним вместе работали, не исключаю, да, с работы возможно такое, либо вообще здесь мужчина такой идет, он сам по себе закрытый, да, он пребывает, у него свой мир, в этом мире все ему должны, понимаете, что? Он себя считает там чуть ли не пуп земли, харизматичным, красивым, понимаете, и в то же время он очень общительный, возможно, ведет переписки через интернет, знакомится, понимаете, на людях держится прям молодец, идеальный мужчина, яркий, харизматичный, еще помимо этого дружественный, помогает людям, понимаете. По отношению к вам, я вам скажу, этот мужчина в вашу сторону смотрит. Вот он наблюдает, смотрит. Возможно, о вас узнает информацию через третьих лиц, понимаете? Но вы от него закрыты. Он, может, вас заблокировал, вы заблокировали его. Понимаете? Однозначно тоже еще могу добавить. Вы пребываете в своем мире. Но и еще один есть такой нюансик. Мужчинка здесь считает то, что весь мир принадлежит ему, все ему обязаны, и что все женщины только мечтают о нем. Понимаете? И еще не исключая того, то, что в ваши отношения постоянно вмешивались третьи лица. И еще добавлю, вы женщина дающая. Возможно такое, то, что вы от него сейчас на расстоянии, в другом городе, в другой стране, в другом районе. Вот понимаете, какое-то есть расстояние, вы от него закрыты. И либо он вам что-то должен вернуть, этот мужчина, он не отдает этого, либо нуждается в вашей помощи. Понимаете? Так, ну давайте будем смотреть теперь, что он хотел бы вам донести, но молчит. Так, ну что, открывайся, давай говори, что ты хочешь донести. Знаете что? Он говорит, ох, как я бы хотел бы ворваться в твою жизнь. Вот прям ворваться, приехать. Понимаете, что? Все равно ему с вами было хорошо. Но между вами произошел здесь серьезный конфликт. Может быть, вы были женаты с ним, может, развод произошел, понимаете? Либо мужчинка, если женат, да, то он считает то, что вы вообще, ну, даже неважно, жена, любовница, может быть, даже этот мужчина, или если даже и свободен, он считает то, что он вообще сам победитель. Понимаете, такой? Увидел, победил, использовал и свинтил. Вот такой вот мужчинка. Еще я скажу вам, если у вас есть дети, да, дети, то он хочет приехать увидеть ребенка. Такое тоже не исключаю. Если детей нет, то вы вообще для него вот яркая личность, понимаете? Ему с вами хорошо здесь. Но не забываем о том, что мальчик здесь эгоцентричный. Еще могу добавить то, что, возможно, этот мужчина очень много передвигается по городу, в другие города. Вот как работа, вот, может, на автомобиле, может, куда-то ездит. Вот что-то с этим тоже связано. Еще не исключает то, что, возможно, такое. Этот мужчина, он себя вообще считает то, что он самый справедливый, да? Всегда он прав. Эго здесь, понимаете, здесь больное эго. Если что-то не по его, то все, обвинение в ваш адрес, вы самый плохой человек на свете, он всегда самый отличный мужчина, понимаете? Он никогда не признает своей вины, он считает всегда, что я прав и все. Он здесь колесничий, понимаете что? Вот от одной ушел, ко второй пошел, пятая, десятая, вот такой вот он. Почему? Здесь мужчина с больным эго, неуверенный в себе, хотя себя позиционирует очень такой, знаете, востребованный, прям куда бы деться. И еще могу сказать, почему он, возможно, может быть, с вами здесь плохо поступил, понимаете, почему? Потому что сейчас вы его эго подавили, понимаете, вы задели его внутреннего ребенка, и его эта ситуация, вот, прям, знаете, чуть ли до мести не доходит, понимаете? Ну и что он еще вам передает, то, что все равно мне с тобой хорошо, я хочу ворваться в эту жизнь, но я себя не считаю виновным. Во всем виновата ты. Здесь еще мужчина-любитель, знаете, как вот только придет ответственность, да, за что-то отвечать, он любит, знаете, как с себя снимать груз и на других спихивать. Вот здесь такой типаж. Понимаете, какая-то проблемка, все, моя хата с краю. И с ним бесполезно что-то доказывать ему. Вот видите, здесь просто вот самоуверенный такой вот персонаж. И еще он вам что передает? Я с тобой буду поступать по справедливости. У него своя справедливость, у него своя правда. И для него существует только своя правда. А то, что вы там доказываете, чихать хотел. Понимаете? Но он хочет приехать. Так, ну ладно, давай говори дальше. Что бы ты хотел бы донести, но молчишь. Говори. Ой, как бы он хотел бы, знаете, ой, как бы он хотел вернуть все назад. Если вы с ним проживали, он хочет вернуться назад. Но только, я так понимаю, здесь мужчина такой, еще раз добавляю, принципиальный. Знаете как, он хочет, чтобы вы его уважали. Вот с порога прям, знаете, что красное там
ковровая дорожка, с поцелуями в попку целовали, а он все решал. Так же было, как у вас в прошлом. Мужчина здесь идет с характером. Характер здесь идет сложный, понимаете? Он должен быть во главе. И, скорее всего, в ваших отношениях так и было. Семья, не семья, плевать. Понимаете? Вот для него плевать. Он считает себя мужиком. И он что вам сейчас передает? Я надеюсь на судьбу, что опять все вернется так, то что мы с тобой соединимся, и у нас будет с тобой семья, либо отношения, либо вместе вы работали, понимаете? Вернуть это хочет. Но, предупреждаю, только на его условиях. Только его условия. Еще я вам скажу, что он считает вас судьбоносной женщиной, понимаете? Вот так вот. Так, что еще ты хочешь передавать? Открывайся. Что еще могу сказать? Мужчина, он говорит, я сейчас холодный, рациональный. Понимаете, что ты мне шансов не даешь. У меня сейчас... Он же, понимаете, возможно такое, мужчина воздушного знака зодиака, либо огненного знака зодиака, да, но не привязываясь к знакам зодиака, просто сейчас идет его характеристика его нынешнего состояния по отношению к вам очень холодный, не проявляет ни эмоций, ничего. Понимаете, что он говорит о том, что когда он, возможно, здесь была другая женщина, либо, может быть, покинул эти отношения, он думал о том, что покинув вас, ну, либо вы его отправите, да, то, что он рассчитывал, что там, где ему предлагают, там ему лучше, вот шанс подвернулся. И ничего не получилось. Возможно, сейчас он говорит о том, что ты для меня такая ценность, когда мне было с тобой вместе, да, у меня дела шли. А сейчас у меня что? Я он нищий бомж. Денег нет, ничего нет. Понимаете? Но при этом корону держит. И еще хочу сказать, что он передает вам о том, что ты мне шансов не даешь. И мне без тебя плохо, холодно. Возможно, у этого мужчины с финансами проблемы, с квартирой, вот все проблемы. Духовно нищий здесь человек, понимаете? Но себя на людях показывает. Очень ответственным, рациональным, понимаете? Вот такой вот мужик. Мужика серьезного здесь демонстрирует. Ну ладно, давай еще показывай, что ты хочешь донести своей женщине, но молчишь. Ну что я вам скажу? Когда вы с ним были рядом, скорее всего, вы приносили этому мужчине стабильность. Вы, женщина у нас здесь домашняя, понимаете? Неважно, проживали либо нет. Женщина домашняя, ответственная, умеет деньги зарабатывать, понимаете? Состоялась как женщина, может быть, вы мать его ребенка. Понимаете? И он говорит, все, тебя нету. И я этого не показываю, но я на самом деле мечтаю о тебе, мечтаю опять. Понимаешь? Я плохо сплю. Кого же я потерял? Теперь я вот мечтаю. Мечтаю о такой, как ты, которая была стабильная, надежная, которая дом держала, ну, если даже и не держали вы дом, если даже и встречались, да, возможно, то, что вы ему помогали, материально помогали, понимаете, он же сейчас бомж, он в вас нуждается, он говорит, я теперь вот только о тебе и мечтать могу. Я по ночам плохо сплю, я все о тебе мечтаю, какую же я женщину потерял, понимаете? Так, и давайте посмотрим, а чувства его какие на сегодня. Он вас боится. Он вас боится, он знает то, что вы его пошлете. У него есть влюбленность, он с вами хочет, знаете, как наладить отношения. Но он знает прекрасно, что вы его пошлете куда подальше. Он вас боится, понимаете, вы с ним сюсюкаться не будете. Он знает, он чувствует, он говорит, у меня есть к тебе чувства. Но они, как у маленького ребенка, ты же сильная. Понимаете, я так понимаю, ваш союз держался только на вас. Помимо этого, знаете, что я вам скажу? Когда вы сейчас начинаете его отсекать, да, вы его отсекли от себя, и у него к вам проявляется, знаете, сильная тяга, страсть, сексуальность такая, и вот чувства зарождаются у этого мужчины. Так интересно, да? Не зря же говорят, чем дальше пнешь, тем ближе будет. Вот это из этой песни, понимаете, здесь. Но он вас боится, побаивается. Почему? Потому что вы ему правду матку в лицо, вы с ним сюсюкаться не будете, а его это прям как заводит, понимаете, здесь. Вот так вот. Вы-то женщина сейчас по отношению к нему холодная, рациональная. Вот этим сейчас вы начали его привлекать. Так, какие еще у тебя чувства на сегодня? Ну-ка, говори. Ох, осуждает вас, осуждает. Понимаете, что? Чувство, говорит, не знаю, сомнение. У него прям к вам, знаете, ненависть, зависть какая-то здесь. Скорее всего, вы здесь не выбрали его, да? Либо у вас есть другой мужчина, уже появился, вы уже свой выбор сделали. И неважно, да? Возможно, даже у вас и нет. Вы просто выбрали между им и свободой. Вы выбрали свободу. А мальчик на это не рассчитывал, понимаете? Это вообще, он говорит о том, это же моя участь, это я же двойственный, я только решаю. Ну, здесь он, я так понимаю, не дорос до вашего уровня, да, и его это прям бесит. И вообще он, я вам скажу здесь, он все время только ожидает. Вот он ожидал от вас шагов, от вас проявлений, понимаете, от вас вклада. Все время должны были вы вкладываться. А когда вы перестали вкладываться, он ждал, понимаете, еще за это время вас оскорблял, унижал. Ну, здесь такой, вы знаете, абьюзивный мужчинка, я вам скажу. Ну, здесь и нарциссом попахивает, да. Ну, вообще, я вам скажу, здесь вот прям такой вот мужчина, я вам скажу то, что у него неопределенный. Он может
на 2 стульях сидеть, на 5, на 10, понимаете, для него это все нормально. А если вот вы вышли из этих отношений, вы все, вы самое последнее, поняли, все только на вас, всю вину на вас скидывает. И здесь мужчина такой сплетник, я вам скажу, да? Хотя он себя позиционирует не таким, понимаете? Но когда вы с ним расстались, я здесь вижу, возможно, то, что я вас и сплетни распускал, такие. Но он же думал, то, что вы-то выберете его. Ну, ждал, разочаровался. Понимаете? Так, ну чувства давай показывай еще. Ох, знаете что? Вы для него теперь императрица. Если у вас с ним были свободные отношения, понимаете? Он также хочет приезжать, дарить вам любовь. Ну, посмотрите, кто он, кто вы. Вы императрица, вы женщина, которая себя уважает, цену себе знает, понимаете? А он кто? Вот он приехал, уехал, люблю, куплю, ну, с цветочками одну розочку принес, люблю, все, потусовались, хорошо провели время, и все. Если вы супруга, мать его детей, да, ну, такое же отношение. Нет, любовь есть. У него любовь появилась только тогда, когда вы жить без него начали, понимаете, что? Когда вы начали уже, как-то у вас дела пошли, вы ценность обрели свою, когда вы поняли, начали цвести и пахнуть, у него к вам зародились здесь любовь, понимаете? Как-то он к вам и с любовью начинает на вас смотреть. Вот он что сейчас вам доносит, да? У меня есть к тебе чувства. Я люблю тебя, вот я хочу тебе кубок преподнести. Понимаете? Ты моя главная женщина, мне с тобой отлично вообще. Ну хорошо, давай говори, что еще думаешь. Что думаешь ты о той женщине, которая на тебя смотрит? Ох, любит он вас, любит. Любит, но он хочет к вам заявиться, понимаете, как вот победитель, понимаете? Он хочет, во-первых, чтобы вы его любили, вы его, знаете как, здесь же мужчина с короной же, да? Он хочет, чтобы вы постоянно ему уделяли время, понимаете, написывали, чтобы вы сами первые начали к нему проявляться, понимаете? А он хорохорился здесь. Он здесь бледун. Бледун, здесь, скорее всего, любитель легких отношений. Еще раз повторяю, здесь мужчина безответственный. И еще могу что сказать. Он о вас что думает? Что, возможно, понимаете что? Что у вас другой мужчина появился, который проявляется к вам, понимаете, который лучше него. Такое тоже не исключаю. И еще могу сказать, что он о вас думает, то, что вы хорошо держитесь, вы победили его, понимаете? Ладно, что ты еще думаешь об этой женщине, которая тебя смотрит? Ой, как он вас боится, понимаете, здесь, господи, он боится и прошлого, и будущего, страхи у него. По отношению к вам, знаете, как сплошные страхи, недоверие. Он думает вообще о вас, что вы покинули его, вы ушли в будущее. Почему? Потому что вы сами ему не доверяете, вы его боитесь, понимаете, что? Почему? Потому что здесь с его стороны были обманы, понимаете, манипуляции были, постоянно он что-то скрывал здесь. И все, вы его распознали, кто здесь он, понимаете? И все, пошли своей дорогой вы в будущее пошли. Без оглядки. Потому что, ну, пацана, наверное, узнали, что за мальчик там. Так, что еще ты думаешь о женщине? Ну, то, что, знаете, как я вам скажу. Но здесь я вижу то, что с обоих сторон, да? Во-первых, вы его побаиваетесь. Вы его не знать, не видеть, не хорошо. Если у вас другой мужчина, вы выбор сделали, знаете, что в пользу другого мужчины. Ну и он здесь, он-то здесь, знаете, какой прижимистый. Себя показывает стабильным. Ой, как денежки любит. Ой-ой-ой-ой-ой. Знаете, еще могу что сказать вам. То, что и он здесь, тройничок-то, был с его стороны. Понимаете? Скорее всего, он сделал выбор, да не в вашу пользу. И сейчас, касательно вас, да, у него страхи. Понимаете? Но влюбленность все равно есть. Но он сейчас вам как демонстрирует? У меня, где я там, да, типа у меня там все стабильно, меня все устраивает. И этот мужчина, он не любит, знаете, выходить из зоны комфорта. Вообще. Не любит. Он любит, когда у него несколько вариантов. Он такой, знаете, где лучше поют, туда пойду. Вот такой типаж здесь. Так, что еще на сегодня нам скажешь? А он здесь вас обманул. Во-первых, если была, а здесь не если, а 100% была здесь другая женщина, я вам скажу, тайная была женщина, которая... Он с ней встречался, при этом вас обманывал, а вы-то его искренне любили. Ну и еще он что скажет? То, что ага, сейчас ты теперь все, я нуждаюсь теперь в твоей любви, ты мне не даешь, ты закрылась от меня, теперь ты хитришь, ты обманываешь, не договариваешь, я тебе ничего не знаю, ты прячешь свои чувства. Все, понимаете? А здесь мужчина вас обманул, предал, обворовал. Ну, здесь вообще веселый такой вот мужчинка. Независимо от того, любовница вы, жена, вообще, может быть, просто ваш парень, да, был. Здесь мужчина, ой-ой-ой-ой, какой же он лживый. И сейчас говорит вам о том, ты же меня любила, а чё ж ты теперь хитришь? Может быть, даже и говорит о том, что ты меня избегаешь, меня к себе не подпускаешь, тайно. Ты для меня сейчас непрочитанная книга. Хотя когда-то вы его, правда, искренне любили. Понимаете?
Ну и что ты еще напоследок скажешь той женщине? А я жадный. Мне тяжело, конечно, без тебя. Я к тебе ни чувств, ни эмоций, ничего не буду проявлять. Я очень жадный. И ты знаешь что? Да, мне тяжело. Да, мне тяжело не проявляться в твой адрес. Но я ничего тебе не отдам. Я к тебе не буду ни эмоций, ни любви, ничего не проявлять. Будет длинная еще пауза. Длинная пауза. Понимаете? Здесь мужчина, он вас держит эмоционально, независимо от того, что у вас здесь длинная пауза. Но он вас отпускать не хочет. Он вас считает своей собственностью, понимаете? И без вас ему очень тяжело. Очень. Не зря я вам говорила. Без вас он стал бомжом. Понимаете? Бомж. Итак, срезюмирую этот расклад, да? То, что мужчина, ваш адрес не проявляется специально. Понимаете? Он тем самым набивает себе цену, корону. Понимаете? Хотя корону вы давно уже здесь сбили. Сбили, вы пошли своей дорогой, да? Мужчина думал, покинув вас, что обретет удачу, счастье, но получилось так, что у вас на данный период времени, слава богу, а у него вот что. Понимаете? Это духовная нищета, это проблемы с деньгами, да? Ну, бомж такой вот. Понимаете? Вас нет и проблем много. Но здесь мужчина с завышенным эго, и для него, как это так, проиграть женщине, да, показать то, что я слабее. Нет, здесь мужчина с таким характером, то, что умирать будет, но он никогда не попросит прощения. Хотя я так понимаю, он с вами очень плохо поступил. Почему вы к нему и охладели, и, понимаете, и не видеть, и не знать не хотите. Для вас, я вам скажу, я вас поздравляю, вы избавились от такого мужчины, да, а для него сейчас он без вас, как вот, пожалуйста, вот оно, понимаете? Вот вы ушли от него, а вот он, бомж. И без вас и холодно, и все. Но при этом мужчина, да, он к вам долгое время, здесь пауза, длительная пауза. Понимаете, что тем самым он показывает, да, это просто чистой воды манипуляции. Хотя тяжело, да, без вас. Итак, хочу всех поблагодарить за обратную связь, за ваши комментарии, с кем мои расклады резонируют. Также хочу добавить, обращайтесь ко мне за личным раскладом. Мои все контакты, как можно будет со мной связаться в описании к этому видео. Девочки мои, я вас поздравляю, то, что, я так понимаю, да, независимо от того, супруг ваш вообще, любовник, либо, ну, вообще просто этот мужчина, да, да, было больно, скорее всего, я так понимаю, почему вы сейчас по отношению к нему такая холодная стали, да, это же не просто так. Вы просто для себя освоили урок. Здесь мужчина просто много говорил и ничего не делал. И я вам желаю встретить настоящего мужчину, который возьмет ответственность за вас, который будет относиться к вам уважительно, и отношения будут на равных. Понимаете? С уважением, почетом, чтобы вклад был 50 на 50. Я желаю всем вам еще раз удачи, любви, семейного благополучия. Независимо от того, мужчина есть, нету, есть дети, вообще. Просто в первую очередь я здесь вижу, вы уже себя полюбили, начали себя ценить. Ни один мужчина не стоит того, чтобы женщина так жертвовала собой. Но для вас это был прекрасный урок на всю жизнь. Поэтому, девочки, дорогие мои, любите в первую очередь себя. Слушайте себя, свою интуицию. Не позволяйте мужчинам доминировать. Не позволяйте вами манипулировать. Не позволяйте вас унижать. Мужчина обязан вас уважать, любить, ценить, вкладываться, дарить вам дорогие подарки, носить вас на руках, приносить вам кофе в постель, лелеять, любить. Также хочу вам всем сказать, подписывайтесь на мой канал. Всем хочу выразить свою благодарность за обратную связь. До скорой встречи.